День добрый. Всем привет, друзья. И привет с города Ольштин. И вы знаете, я всегда начинаю видео на фоне вокзала. За моей спиной вокзал, и отсюда я всегда снимаю приветствие. За моей спиной большая стройка, то есть на этом месте, я так понимаю, должен быть вокзал, поэтому своим традициям я не изменяю. Вон там вокзал, а я в городе Ольштин. Ольштин. Что мы знаем о Ольштине? Ольштин – это столица Вармино-Мазурского воеводства, и говорят, что это самый красивый и самый экологически чистый регион Польши. Также говорят, что Ольштин – это зеленые легкие Польши. Поэтому буду своими легкими проверять, как же тут дышится. Ну а если вы хотите этот день провести со мной, погулять по Ольштину, посмотреть, что тут есть красивого, то приглашаю. Но перед этим не забудь проверить, подписан ты или нет. Если ты не подписан, то, пожалуйста, подпишись, нажми на колокольчик, поддержите меня лайками и обязательно напишите мне какой-то комментарий, потому что каждый ваш комментарий – это продвижение моего канала и поддержка моего канала. Поэтому жду от вас лайк, комментарий и пошли гулять. Ну что ж, ребят, я, как всегда, буду передвигаться на своих двоих пешком. Хорошо, что в таких некрупных городах, относительно не в крупных городах, расстояние, в принципе, не такое большое. От центрального вокзала до старого города идти 23 минуты. Я очень люблю такие пешие прогулки, потому что ты еще можешь посмотреть город, да, со всех сторон. И вот так потихоньку я дошла к своей первой локации. Это костюм Найсвятейшего сердца Пана. Посмотрите, как он чудесно выглядит. В принципе, я не знаю, научусь ли я снимать костелы или нет, потому что камера просто не передает красоту, это величие. И вовнутрь мы, к сожалению, не попадем, потому что там сейчас служба за упокой, похороны. Конечно же, я своим присутствием не буду волновать родственников и ушедшего с этого мира своим присутствием. Поэтому идем дальше и идем в старый город. История Ольштина очень интересна. В течение 6 веков своего существования Ольштин постоянно менялся, менялась территориальная принадлежность, менялась государственная принадлежность. Поэтому в Ольштине собралось и переплелось разные этнические, культурные и религиозные традиции и веяния. То есть Ольштин очень многогранный, и от этого он и очень интересный. Ребят, в Ольштине есть своя пальма. Все вы знаете про знаменитую пальму в Варшаве. Ну, тут смотрю, что в Ольштине тоже пальмочка своя имеется. Ну, жаль, что ей не выдали такое центральное место, как в Варшаве, но вроде бы тоже... Не, я подойду, проверю, она искусственная или она живая, потому что в Варшаве искусственная, а тут она в земле, в клумбе. И вы знаете, у меня такое ощущение, что она не искусственная. Вау. Посмотрите, клумба, дерево, ну, и пальма. Не, ну это классно. Это классно, что она живая. И скажите, что пальмы не могут жить в наших регионах. Тут уже тюльпаны вон наклевываются, но зато пальма есть. Чем еще знаменит Ольштин? Это Николай Коперник. Но в начале 16 века Коперник жил в Ольштине и даже выполнял функции мэра города в 1516-1521 годах. Удивительно, но я, если честно, об этом даже и не знала, и не слышала. Я знаю, что с Коперником всегда ассоциируется Торунь, но Ольштин тоже знаменит Коперником. Здесь очень много что связано с Коперником. Я, например, нахожусь около планетария.
Также здесь есть два памятника Копернику. Мы к ним, конечно же, тоже подойдем. И кроме того, что Коперник занимался астрономическими наблюдениями, на должности мэра он тоже многого чего достиг. Ему удалось заселить людьми ближайшие села, то есть он начал развивать регион. Также он написал трактат о денежной единице. И как видите, за моей спиной находится планетарий. Конечно же, этот планетарий построен в честь Коперника, назван именем Коперника. И этот планетарий был построен в 1973 году, и он приурочен 500-летию с дня рождения великого астронома. Еще чем знаменит Ольштин, это тем, что в Ольштине есть две ратуши. В основном, да, города имеют одну центральную ратушу, но нет, Ольштин тут тоже выделяется. И сейчас я пришла к новой ратуше. Новая ратуша начала свою работу в 1915 году. Что удивительно, ратушу построили на месте костела Святого Креста, который был разобран в 1806 году. Ратуша очень большая, очень, я просто не знаю, как передать. Вижу, что там наверху есть площадка видоковая, не знаю, туда пускают или нет, судя по тому, что там нету людей, наверное, не пускают. Что еще очень символично, около ратуши есть вот такая экспозиция, которую я назвала сама для себя убийца мирных жителей. И она называется «Несломимая Украина», «Несломна Украина». Очень спасибо Ольштину за такое, действительно, мурашки у меня побежали. Идем дальше. И вы знаете, идя по городу, сейчас я бы назвала Ольштин большая стройка, потому что везде что-то реконструируется, везде что-то строится, везде перекрыты дороги, видно, сейчас прокладывают новые трамвайные пути. Но это очень радует, то, что город развивается, и честно говоря, город очень чистый, город удобный. Я так смотрю еще глазами жителя, который бы тут мог жить. То есть везде автобусные остановки, везде велодорожки, остановки с табло есть, трамваи есть. Ну, мне кажется, что Ольштин... Я просто повернулась, потому что я засмотрелась на ворота, к которым я шла. Ольштин, одним словом, мне кажется, что Ольштин очень удобный для жизни. Если вы живете в Ольштине, то тоже напишите мне в комментариях, как вам, как местному жителю, как вам город. Ой, ребят, сейчас 12 часов ровно, и только что был, не знаю, слышно вам или нет, как раз отбивают часы 12. И у меня такое ощущение, что играет кто-то на трубе, но я смотрю на ратушу. Может, я читала, что на Рождество, то ли в новогоднюю ночь выходит на ратушу, и там играет трубач. Но сейчас такое ощущение, что тоже кто-то играет на трубе. К сожалению, я очень мало знаю об Ольштине, и скажу вам честно, написано в интернете тоже очень мало о Ольштине, и это очень обидно, потому что город ничем не уступает Кракову, город ничем не уступает Вроцлаву, потому что все мы знаем, Краков, Вроцлав, Гданьск, Варшава, да, об этих 4 города мы знаем все везде, но почему не рекламирует Ольштин? Местные власти, вам задание на этот год просто придумать какую-то рекламную кампанию, чтобы рекламировать этот город, чтобы сюда приезжали, потому что город обалденный. Вы слышите этот звон? Он до сих пор звучит. Я надеюсь, что вам слышно. Ну, не передать словами. Боже, как тут прекрасно. И мне еще очень повезло с погодой. Ну что ж, я пришла к браме Горной, или по-другому ее называют Высока брама, Высокие ворота.
Ворота построены в XIV веке. Я очень часто буду сегодня говорить XIV век, но потому что город расстраивался именно в XIV веке. И это были единственные ворота, которые в этой части города, которые использовались для входа в город. То есть представьте, что тут еще такая большая стена, и там большая стена, а вот тут вот такие высокие большие ворота. Ну что ж, Ольштин тоже считался как крепость, и эти ворота вели внутрь крепости. И что тоже очень замечательно, что ворота очень хорошо сохранились. Фактически можно сказать, что это оригинал. И основание города считается с середины XIV века. Сначала городу Ольштин дали название Аленштайн. Это прусское название. С прусского оно означает как Ален – лань, а Штайн – это или камень, или замок. Очень красивое название. А Ольштин – это уже аналог прусского названия города. Я сейчас как раз зашла через эти ворота в старый город. И действительно, это старый город. Атмосфера просто чудесная. Там играют на гитаре, люди отдыхают, там продаются сувениры. Как я уже говорила, погода прекрасная. Мне редко когда везет с погодой в путешествии. Поэтому вы, наверное, заметили вот такую мою улыбку во все зубы. Я еще хожу без навигатора, просто то, что вижу, то и туда и подхожу, вижу, что там что-то старинное. Еще я не смотрела, что по другой стороне тоже что-то старинное. Надо включать навигатор и просто смотреть, где это и что это. Поэтому смотрите, старый город, там ворота, там что-то красивое, там что-то красивое, там что-то красивое. Приезжайте в Ольштин. Я буду рекламировать Ольштин, не знаю, везде, везде, каждому и везде. Базилика Святого Якуба. И я не знаю, это уже какая-то добрая традиция. Сейчас идет служба. Я заходила, и, боже, если вы будете в Ольштине, обязательно зайдите вовнутрь этого храма. Этот храм построен в середине XIV века, и я прочитала, что этот храм считается одним из главных костелов города. Сейчас там не просто служба, там какая-то торжественная служба, очень много священников, все в белом. Мне кажется, что какие-то даже важные чиновники, не знаю, костельные приехали, я просто не ориентируюсь в этом, архиепископы или еще кто-то, но что-то там очень торжественное, поэтому атмосфера просто там чарующая, орган, храм. Я не знаю, как это снимать. Вау. Как я уже говорила, что Ольштин многогранный, да, и тут постоянно менялась территориальная принадлежность. Кроме смен власти и территориальной принадлежности, очень таким непростым было 15 столетие. В 1620 году был Великий пожар, который уничтожил фактически полностью город. Не пострадал только замок, к которому я еще не дошла, и костел. После Великого пожара, к сожалению, вспыхнула чума. После чумы опять пожар. После пожара война. И город пережил действительно непростое время. Кроме войн, пожаров и чумы, к сожалению, наступил первый разбор Польши, и после первого разбора Польши территория Ольштина была отдана Пруссии. Но также были непростые времена для города в XIX веке. Конечно же, во время Первой мировой войны город был очень сильно разрушен. Также и во время Второй мировой войны город очень пострадал. И кроме того, что Ольштин самый крупный город этого воеводства, это еще и очень уникальный город, потому что на территории Ольштина, на территории города есть 11 озер. На территории города есть свой лес, который считается городским, лес 1300 гектаров.
И это уникальный город, потому что в Европе больше нигде такого нету. Это считается один из городов в Европе с такой природой. И так тихонько-тихонько, и я дошла до второй ратуши, до старой ратуши. Ратуша была построена в середине 14 века, как вы уже, наверное, догадались. Сейчас в ратуше располагается библиотека. После постройки ратуши и до 1915 года именно здесь заседали власти. Но после постройки новой ратуши, как вы поняли, в 1915 году местная власть перекочевала в новую ратушу. Ну что ж, друзья, пройдя чуть-чуть вправо от старого города, вы видите за моей спиной старый город, видно базилику Святого Якуба, мы перемещаемся к замку. Пройдя через мост, посидя на скамье вместе с Коперником, я отправляюсь в ту сторону, но я с вами на этой ноте буду прощаться, потому что закончится первая серия, первое видео с этого чудеснейшего города. А в следующем видео я вам расскажу о легенде, связанной с скамьей Коперника. Я погуляю по замку, я обязательно хочу еще пройтись к озерам, пройтись по лесу, насладиться еще не только архитектурой, но и природой. Поэтому спасибо, что этот день вы провели со мной, это видео вы досмотрели до конца. Я надеюсь, что вам понравился этот город. Мне очень нравится. Я только что очень долго проговорила с продавцом сувениров. Он мне тоже рассказал кое-что интересненькое. Я надеюсь, что мне удастся тоже это найти. Я иду дальше, а с вами уже встречусь в следующих видео. В следующем видео с Ольштина. Так что не пропустите, а чтобы не пропустить, надо нажать на колокольчик и подписаться. Пока-пока. Cześć wszystkim.